Трехрядный кроссовер AITA M7 появился в 2022 году и стал второй моделью бренда, созданного машиностроительным концерном Ceres совместно с электронным гигантом Huawei. Гибридный паркетник оказался весьма успешным. В прошлом году разошлось почти 194 тысячи машин. Но в первой половине 2025-го спрос резко просел сразу на 71%. И вот, чтобы вернуть интерес покупателей, компания готовит новое поколение M7. Обновление получилось серьезным. Переработан дизайн, подтянута техническая начинка, а сам автомобиль теперь еще лучше вписывается в актуальный премиальный стиль марки. Премьера назначена на сентябрь, тогда же раскроют и первые цены. Но производитель уже приоткрыл завесу тайны и рассказал о базовых характеристиках. Давайте разберемся, что же изменилось и чем новый кроссовер M7 собирается снова покорять покупателей. AITA M7 дебютировал в 2022 году, а уже летом прошлого года получил рестайлинг. Но даже после обновления он все равно выглядит старомодно на фоне более свежих моделей бренда AITA M8 и флагмана M9. Такую быструю смену поколений легко объяснить. Конкуренция на китайском рынке бешеная, а покупатели все чаще выбирают автомобили поновее и поинтереснее. Продажи M7 в Китае падают, даже несмотря на недавнее снижение цен. Сейчас компания AITA занимает 14-е место в рейтинге самых популярных автомобильных брендов страны. И, похоже, компания понимает, чтобы удержаться на плаву, одного небольшого обновления экстерьера уже мало, нужна свежая и по-настоящему современная модель. Судя по первым официальным изображениям, второе поколение M7 сохранило фирменный стиль Interstellar Matrix, знакомый по старшему кроссоверу M8, вышедшему на китайский рынок этой весной. В передней части переработанный дизайн с узнаваемой головной оптикой, измененной решеткой и более аккуратной кормой. Вместо выдвижных ручек прошлой модели теперь утопленная, выглядит аккуратно и технологично. Впервые M7 доступен в эффектном новом цвете кораллово-красный, который явно привлекает внимание. Экстерьер щедро приправлен хромированными элементами, что подчеркивает премиальный статус модели. В результате семерка выглядит свежее, статуснее и явно дороже, чем прежде. Стоит отметить еще одну заметную деталь – датчик лидар, аккуратно установленный на крыше. С высокой долей вероятности новый кроссовер получит современную систему помощи водителю Huawei ADS4. Этот комплекс умеет многое, предотвращает столкновения на любых скоростях, помогает парковаться даже в самых тесных дворах и уверенно проводит автомобиль через круговые развязки. Габариты, конечно, подросли по сравнению с прошлым поколением. Длина увеличилась с 5020 до 5100 мм, а колесная база с 2820 до 3050 мм. Это явно говорит о переходе на новую платформу. Для понимания масштаба AITA 8 длиннее на 90 мм и имеет базу 3105 мм. Шасси тоже не осталось прежним. Спереди теперь подвеска на двойных поперечных рычагах. В топовых версиях пневматическая подвеска и адаптивные амортизаторы CDC, которые умеют бесступенчато менять жесткость. По предварительной информации, новый M7 унаследует от M8 гибридную установку последовательного типа. Проще говоря, под капотом будет 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 сил, который фактически играет роль генератора, а сама машина едет за счет электродвигателей. Младшая версия, скорее всего, получит электромотор на задней оси мощностью 309 сил. А полноприводная версия обзаведется сразу двумя электродвигателями с общей мощностью 533 лошадиных сил и крутящим моментом 598 ньютон-метра. Расход топлива при этом скромный, немного меньше 6 литров на 100 километров. Батареи будут двух вариантов – 37 и 53 и 4 киловатт-часа. Благодаря этому запас хода на электротяге большей батареи по китайскому стандарту составит около 300 км, а общий пробег около 1300. В перспективе AITA M7 планируют выпустить и в чисто электрической версии.
Там на борту будут компактные и очень экономичные электромоторы Drive One, разработка Huawei. А еще в любом случае будет установлена мощная 800-вольтовая батарея Kettle емкостью 100 кВт-часа. Детали интерьера кроссовера второго поколения пока производитель еще не раскрывает. Но, скорее всего, он не будет сильно отличаться от старшей модели M8. Уже известно, что в новой версии появится передняя панель с 3 экранами и проекционный дисплей с дополненной реальностью. Медиасистема будет работать на фирменной ОС Huawei Harmony, оснащенной продвинутым голосовым помощником и искусственным интеллектом. Судя по всему, салон предложит варианты на 6 или 7 мест, что делает эту модель универсальным выбором для семьи. Новый кроссовер M7 выйдет в продажу в Китае уже в сентябре 2025 года. Цены, скорее всего, останутся на уровне текущей версии – от 34 800 до 46 тысяч долларов на китайском рынке. Интересно, что позже этот кроссовер может добраться и до зарубежных рынков. Кстати, первое поколение M7 уже продается за рубежом под именем Ceres 7, так что новая версия, вероятно, тоже не заставит себя ждать. Новое поколение AITA M7 – это серьезный шаг вперед для марки. Обновленный дизайн, современные технологии, продвинутые гибридные установки и увеличенные габариты делают его конкурентоспособным в жестком китайском сегменте крупных кроссоверов. При этом автомобиль сохраняет премиальный статус и готов предложить отличные возможности как для семьи, так и для тех, кто ценит инновации и комфорт. В эпоху, когда рынок буквально наводнен новинками, удержаться на плаву – это уже достижение. Новый M7 явно не собирается сдавать позиции и предлагает технологичный и стильный гибрид с начинкой от Huawei. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.